Привет, это про кино. Сегодня у нас еще одна подборка сериалов, которые могли пройти мимо вас, но абсолютно точно заслуживают внимания. Тут будет все: драмы, триллеры, черный юмор, философия и даже немного хоррора. Короче, каждый найдет что-то свое. Поехали! А начнем с норвежского сериала «Выход есть». 4 друга-финансиста. Молодые, богатые, влиятельные, машины, особняки, семьи. Все идеально, но им этого мало. И тогда в ход идут очень сомнительные развлечения. Главные актеры. Тобиас Сантельман играл в сериале «Последнее королевство» и в фильме «Кон-Тики», который, между прочим, номинировали на Оскар. Поль Сверрехаген тоже из «Кон-Тики». Там он сыграл самого Тура Хейердала. Йон Эйгерден знаком зрителям по сериалу «Викинги Вальхалла», но здесь он совсем другой. И Агнес Киттельсен блистала в фильме «Макс Манус. Человек войны». Сериал собрал кучу международных наград, так что это не просто местечковая драма, а крутой мировой продукт. Зрители на форумах признаются, сериал одновременно отвратительный и безумно затягивающий. «Выход есть» – это смесь драмы, черного юмора и морального трэша. Здесь нет положительных героев, и именно поэтому смотреть дико интересно. Кстати, этот сериал рекомендовал наш подписчик Игорь Гуд. Теперь в нашем прицеле сериал «Ложа 49». Главный герой Дат, бывший серфер. Жизнь у него слегка поломалась. Отец умер, бизнес рухнул, денег ноль. Но тут он случайно натыкается на таинственную ложу 49. Орден, где вместо супергероев и заговоров обычные чуваки с пивом и дружбой. Актеры. Уайт Рассел, сын Курта Рассела, кстати, играет Дада, раздолбая с добрым сердцем. И Соня Кэссиди, сестра Деда, у которой тоже проблем выше крыши. Сериал хоть и тихий, но заслужил признание на Satellite Awards за лучшую комедию. Не каждый может с таким похвастаться. IMDb дает 7,6 балла из 10. А значит, зрители довольны. Time включил сериал в топ-шоу 2019 года. Итог. «Ложа 49» – это не про гонки и взрывы, а про то, как найти себя, даже если твоя жизнь трещит по швам. Это уютная, смешная и трогательная история. Если хотите сериал с душой и философией, но без занудства, вам сюда. Продолжает наш марафон «Мистер Робот», сериал, который взорвал мозг зрителям по всему миру. Главный герой – Эллиот. Днем он обычный айтишник, ночью настоящий кибермститель. Его находит загадочный мужик по кличке Мистер Робот и предлагает провернуть дело века, смахнуть с доски жадные корпорации и переписать правила игры. Тут и драма, и психология, и темы борьбы с системой. Главные актеры. Рами Малик за эту роль получил Эмми, а потом вообще Оскар за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Кристиан Слейтер взял «Золотой глобус» и доказал, что все еще крут. Зрители пишут: один из умнейших сериалов, каждая серия неожиданность, финал мощнейший. Вывод. «Мистер Робот» – это микс драмы, триллера и психологического саспенса. Тут и хардкорная технарская точность, и философия, и актерские работы мирового уровня. Короче, если не смотрели, бегом наверстывать. Но предупреждаю, мозг будет плавиться, а спать захочется только после финальных титров. «Американцы» – сериал, где 80-е выглядит не как диско и неон, а как шпионский кошмар на окраине Вашингтона. С виду обычная семья в пригороде. Папа, мама, дети, домик, барбекю. Но на самом деле это агенты КГБ под прикрытием. И вот у них начинается настоящий квест – совмещать секретные операции с родительскими собраниями и семейными ужинами. Кэрри Рассел играет маму-суперагентшу, которая может и врага обмануть, и домашку с ребенком сделать. Мэтью Рис, ее муж-агент, которому тоже непросто. За эту роль даже забрал Эмми. Награды. Тут список как у Оскара. Эмми, Золотой глобус. Сериал реально обожают критики, а финал вообще называют одним из лучших в истории ТВ. IMDb дает сериалу высокий рейтинг 8,4. Так что если хочешь шпионский триллер с драмой, а не просто перестрелки и парики, «Американцы» must have. Тут и напряжение, и местные заморочки, и двойные жизни. Еще один сериал, который мог остаться незамеченным. Есть у нас два парня. Бывший коп Хэнк и его кореш Брит, который раньше промышлял по другую сторону закона. Вместе они открыли свое маленькое подпольное детективное агентство. Решают дела, которые никому не интересны. Но именно из-за таких мелочей у них постоянно происходят дикие замесы. Все это на фоне солнечного калифорнийского пляжа. Кто играет? Донал Лок. Может, помнишь его по Готэму или Сынам анархии. Майкл Реймонд Джеймс. Он засветился в «Однажды в сказке» и «Настоящей крови». Лора Аллен и Кимберли Куин добавляют драмы и эмоций, ну и чтобы пацаны совсем не расслаблялись. А еще тут есть Рокман Данбар, его ты точно видел в «Побеге из тюрьмы». IMDb 8,3 из 10.
«Терьеры» – это сериал с душой. Если любишь дружбу, нуар и умные диалоги, добавляй в свой список, надо глянуть. И да, готовься жалеть, что он только на 1 сезон. «Общественный враг» – бельгийский триллер, который уже с первого кадра говорит, расслабиться не получится. В тихой деревне, где самое громкое событие – это когда сосед купил новый трактор, появляется Гий Беренже. Кто он? Осужденный за убийство детей, которого отпустили по досрочке. А присматривать за ним поручают молодой и дерзкой инспекторше. И, как назло, именно в этот момент пропадает девочка. Подозрения летят в сторону Беренже. Деревня на взводе, а инспектор пытается понять, он снова монстр или кто-то другой водит всех за нос. Актеры нам практически неизвестны, но все работают на общую атмосферу настоящей деревни. IMDb 7,4 балла. Критики пишут: элегантный триллер, мрачная драма. Зрители хотят продолжения, для них 2 сезонов мало. Плюсы: сильная актерская игра, напряжение, природа Арденн и чувство, что все вот-вот рванет. Итог. Если любишь атмосферные детективы с кучей моральных вопросов, это твое. Темно, стильно и залипнуть легко. Пришло время обратить внимание на мистический сериал «На зов скорби». Маленький тихий городок в горах. Жизнь идет своим чередом, пока вдруг к людям начинают возвращаться их умершие родственники и друзья. И нет, это не зомби с топором в голове, а обычные люди. Ну, почти обычные. А дальше сериал превращается в настоящий психологический триллер. Французы постарались и собрали отличный актерский состав. Ан Косиньи, у нее за плечами «Скафандр и бабочка» и парочка номинаций на Сезар. Фредерик Пьеро, которого вы точно видели где-то в кино. И Клотильда Эсме, обладательница Сезара, красавица и талант. Стивен Кинг признался, что стал фанатом сериала. Ну а если сам король ужасов кайфанул, то это что-то значит. Зрители пишут: атмосфера супер, музыка топ, но, ребята, дайте больше ответов. Вердикт. Французы сделали сериал, который одновременно пугает, трогает и цепляет за душу. Однозначно рекомендую. Вот такая вышла подборка. Пишите в комментариях, какой из них вы уже смотрели, а какой добавили себе в список. Подписывайтесь на канал про кино, впереди еще много интересного. И помните, хороший сериал – это всегда маленькое приключение. Услышимся!